Всем привет! Некоторые называют мушмулу одним из наиболее безобразных фруктов на планете. Однако в средние века это дерево было весьма популярным, а Карл Великий настолько любил его, что постановил посадить мушмулу в каждом завоеванном им городе. Мушмула – экзотическое дерево с плодами, похожими на грушу или абрикос, однако ничего общего с этими фруктами мушмула не имеет. Плоды растения обладают необычным вкусом и сочной, сладкой и ароматной мякотью. О полезных свойствах и о том, как употреблять мушмулу в пищу, расскажем в этом ролике, поэтому смотрите видео до конца. История появления мушмулы в питании. В дикой природе встречается около 30 разновидностей мушмулы. Основными культивируемыми видами являются два – германская и японская. Германская мушмула была известна человечеству более 1000 лет до нашей эры. Считают, что появилась мушмула в Юго-Западной Азии или Юго-Восточной Европе. Выращивали этот фрукт древние греки и римляне. В викторианскую эпоху он был популярен в Западной Европе. Родиной японской мушмулы считается Китай, откуда растение попало в Японию, затем в XII веке было завезено в Европу. В Средневековье растение являлось важной и распространенной плодовой культурой. Деревья с ветвистой кроной украшали сады вельмож, а из растения готовили лекарственные снадобья. Через некоторое время мушмула потеряла свою популярность и в настоящее время не так часто встречается в садах, хотя высокая питательная ценность плодов и его целебные свойства крайне полезны для человека. Еще в средние века плоды мушмулы применяли и как лечебное средство от кишечных расстройств. Однако со временем об этом плоде незаслуженно забыли, а ведь его высокая питательная ценность и целебные свойства необходимы и современному человеку. Преимущества для здоровья. Натуральный антиоксидант. Мушмула богата витаминами А и С, фенолами и флавоноидами, известными своими антиоксидантными свойствами. Эти вещества удаляют из организма свободные радикалы. Антиоксидантные свойства мушмулы уменьшают опасность развития рака, катаракты, сахарного диабета. Также эти фрукты защищают клетки мозга, предотвращают неврологическое заболевание, потерю памяти. Противовирусный агент. Сироп из фрукта используют как лекарство от кашля, чай в качестве отхаркивающего препарата. Помимо этого, мушмула уменьшает симптомы стенокардии. Если залить кипятком и настоять листья мушмулы, имбирь, базилик, мед и корень солодки, получится эффективный препарат от простуд и астмы. Польза при диабете и сердечных заболеваниях. Чай из этого фрукта является эффективным средством для регуляции сахара, триглицеридов в крови и холестерина. Эту способность мушмулы определяет присутствие клетчатки в плодах. Она предотвращает всасывание вредных жиров в толстой кишке. А низкая концентрация натрия и достаточно высокие порции калия улучшают ритм сердца и стабилизируют кровяное давление. Этот экзотический плод также способен защитить сердце от последствий стресса. Профилактика остеопороза. Клинические исследования показали, что мушмула облегчает симптомы остеопороза. Установлено, что урсоловое вещество, содержащееся в листьях, предотвращает потерю минералов, а также уменьшает симптомы воспаления суставов при остеопорозе. Антираковые средства. Регулярное потребление этого плода снижает риск болезней, в частности предотвращает злокачественное перерождение клеток легких, толстой кишки и в тканях полости рта. Также клинические опыты определили, что экстракт листьев способен угнетать процесс размножения раковых клеток. Польза для глаз. Как и морковь, мушмула полезна для здоровья глаз. А все дело в высоком содержании витамина А, который помогает сохранить остроту зрения, предотвращать дегенерацию тканей в результате окислительного процесса. Регулярное потребление фрукта поможет снизить риск развития катаракты и дегенерацию желтого пятна, а также улучшить зрение. Кроме того, мушмула полезна для поддержания пигментации глаз. Детоксикация организма. Обладает мочегонными свойствами, помогает быстро выводить от организма соли мочевой кислоты, снижает риск образования камней в почках и развития подагры.
а благодаря высокому содержанию пектина блокирует поглощение токсинов в кишечнике, тем самым предотвращает онкологию. Чай из листьев полезен для укрепления печени и общей детоксикации организма. Богатый источник витамина С. Высокое содержание витамина С делает мушмулу идеальным продуктом для борьбы с цингой, кровотечением и десен. Регуляция пищеварения. Недозрелые плоды используют как вяжущее средство. Они благотворно сказываются на здоровье слизистых оболочек пищеварительных органов. Также мушмула полезна людям, страдающим от запоров, поскольку благодаря клетчатке регулирует процесс переваривания. Между тем, чрезмерное увлечение плодами, скорее всего, вызовет сильную диарею. Польза для половой системы. Для женского организма плоды полезны как натуральное средство, регулирующее менструальный цикл. Мужчин мушмула защитит от рака простаты и проблем с потенцией. Опасные свойства мушмулы. Неспелые плоды мушмулы не следует употреблять людям с заболеваниями ЖКТ, сопровождающиеся повышенным уровнем кислотности желудочного сока, язвами, воспалительных процессах в поджелудочной железе. Также осторожно плоды необходимо вводить в рацион питания детей и людей, склонных к проявлениям аллергических реакций. Применение мушмулы в медицине. Растения используют для приготовления микстур и отваров для лечения бронхита, снятия приступов астмы в случаях воспаления ЖКТ. Настойка из листьев мушмулы обладает легким обезболивающим и антивоспалительным эффектом. Отвар на основе листьев мушмулы помогает с вирусами и инфекциями и способствует снижению температуры. Применение мушмуле нашли и в косметологии. Из мякоти и сока растения делают маски, кремы и лосьоны, которые помогают избавиться от угревой сыпи, подтягивают и осветляют кожу. Как выбрать и хранить мушмулу? При выборе мушмулы следует обратить внимание на размер. Маленькие плоды могут быть недозревшими и кислыми, а большие – перезревшими и, как следствие, не совсем сочными. Поэтому рекомендуется выбирать плоды среднего размера и мягкости. Цвет мушмулы должен быть равномерным, без темных пятен и повреждений. Хранится мушмула всего несколько дней в прохладном месте, поэтому лучше всего убирать ее в холодильник. На этом все, друзья. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные видео. До новых встреч!